Согласитесь, есть в этом какой-то первобытный кайф, когда на экране появляется нечто огромное, не помещающееся в кадр, и игра спокойно говорит тебе «убей это». Двухголовая гидра, блюющая огнем прямо в камеру. Мужик размером с планету, который просто тыкает в тебя пальцем, и все это для того, чтобы ты отрубил логику и оставил лишь желание пойти и победить это. И вот в чем проблема. Если босс просто огромный и стоит как памятник, это не босс, это криворукий разраб, который не понимает, что такое игры. Прости, Хунхулс, но ты полная ***ня. Он большой, он древний, он выглядит внушительно. Ну как же больно смотреть на это грустное каждые 12 минут. И когда я фармил его, у меня родился вопрос. А почему одни гиганты врезаются в память на года, а другие забываются сразу после файта? В этом видео я хочу показать, как большие боссы перестали быть просто препятствиями и стали отражением самого игрока. Мы посмотрим, как менялись подходы к их созданию, почему одни решения дарят чувство победы, а другие желание поскорее забыть это, и как в итоге гиганты в играх начали говорить не столько о мире, сколько о нас самих. Все мы с вами отлично понимаем, что такое босс в игре. Это твоя контрольная, так сказать, тест на то, чему ты научился в этой игре. И что примечательно, так это то, что первые же боссы в истории игровой индустрии были гигантами. Золотой дракон из ДНД и материнский корабль Феникс. И как бы да, в случае с теми же самыми аркадами, логично, что босса легче будет изобразить большим, чем другие противники. До первой полоски ХП додумаются еще только через 3 года. Однако, стараясь сделать его визуально больше, разработчики столкнулись с проблемой. Вот она. Нельзя так просто взять и запихнуть гигантскую живую модельку на 8-битный процессор и заставить ее двигаться. Железо того времени поддерживало лишь работу с маленькими спрайтами, и этого босса просто собрали как мозаику из мелких спрайтов, синхронно двигающихся в одном направлении. То есть это мало того первая аркада с боссом, так еще и одна из первых игр, где появилась разрушаемость. И эта же разрушаемость позволила игроку менять тактику прохождения. И время шло, процессоры улучшались, и идеи геймдизайнеров тоже совершенствовались. И один из моих любимых концептов в плане видения боссов — это боссы-спектакли, где твой противник используется не как моделька с большим количеством хп, а как целое представление, в котором игроку надо выживать. Сюда отлично вписывается Хронос из 3-го God of War. Просто послушайте, ты бегаешь по руке Титана, уклоняешься от другой, как от мухобойки, сражаешься с невесть откуда взявшимися мобами, прячешься в жировых складках, пока этот скуф ищет тебя как пульт от своего телека, а в конце ты прорубаешь себе кровавый путь из его внутренностей. И все это сделано таким образом, что игрок постоянно участвует в происходящем, а не просто смотрит одну большую катсцену. Так еще и получает от этого огромную дозу эндорфина. Каждое действие разработчика в этом файте старается подчеркнуть, насколько огромен этот парень по сравнению с тобой. Есть еще один очень интересный пример видения боссов, который тоже по своей сути можно назвать представлением. Plague Tale. Тут боссы — это обычные мужики в латах, причем очень неуклюже. Однако, из названия легко понять, что в этой игре очень много крыс. Больше, чем в Dishonored и даже Ark Riders. Ля ты крыса! Спасибо за наковальню, брат. Ими тут затапливают в прямом смысле этого слова. И на протяжении почти что всей игры они будут тебя окружать. По большинству, конечно же, заменяя лаву на полу, но отчетливо давая понять, что ведут они себя как единый организм, и тебе лучше в них не попадать. В финальных схватках обеих частей ты сражаешься с, как бы так сказать, эволюционировавшей версией твоего окружения. Того, что ты всю игру избегал кутаешками по типу пролезть в проход или перейти по балке. Те, кто играл в Call of Cthulhu, могут вспомнить самого Ктулху, которого ты чувствуешь на протяжении всей игры, во всем, что тебя окружает. То бишь, окружение в обоих случаях становится главным элементом геймплея, который разработчик использует для того, чтобы играть с твоим восприятием происходящего и заставить думать о чем-то гигантском. Ну, а как еще описать создание, которое сам Лавкрафт описал неописуемым? А есть игра, в которой дизайнеры, дабы их гиганты казались более гигантскими, намеренно сделали твое управление уебанским. Shadow of the Colossus 2005 года. И ладно, все не так, что и плохо. Ты просто очень хорошо чувствуешь землю под собой. А вся игра представляет из себя босс-раш, в котором твоя задача залезть на каждую громадину и сломать ей уязвимые точки. В целом это все, и для кого-то это может выглядеть даже скучновато. Однако мне кажется это интересным потому, как разработчики сделали такое управление. Фишка в том, что обычно в играх для той же самой ходьбы используется чаще всего готовая анимация. До сих пор могут выходить игры, где поднятие на тот же самый выступ — это
это заранее отрендеренная анимация. В сотке же игра в реальном времени сначала ставила стопу на поверхность, а потом по формуле сгибала таз и колени так, чтобы это выглядело адекватно и работало. Ребят, 2005 год. Мы тогда только в GTA плавать научились, и батла выглядела вот так. А они сделали Death Stranding в плане ходьбы, который работает на второй плойке. И еще раз, для того, чтобы их гиганты казались более внушительными. Понимаете, на какие ухищрения иногда идут разработчики, чтобы ты лучше чувствовал масштаб? И иногда такие ухищрения могут быть менее добро восприняты игроками. Серия Dark Souls, да и вообще все Souls-лайки построены на якобы сложных битвах, хотя по сути каждая битва в этих играх это честная схватка между тобой и противником. Ты всегда можешь пойти перекачаться, что немного нечестно даже, но в нашу сторону, так что не будем жаловаться. И конечно же в этой серии будут примеры замечательных боссов, однако мне бы хотелось бы вернуться в очень далекое прошлое, когда она только зародилась. В первом Dark Souls этот концепт честной схватки также имелся, как и тот самый босс, которому просто похуй на него. И это реально самый ненавистный босс в этой игре. Кровать хаоса. И да, она, чтобы тебя убить, использует хаос. Кто бы мог подумать. Твоя задача это добраться до двух сфер, сломать их, перейти к сердцу босса и любой палкой его тыкнуть. Все, ты победил. Звучит просто, не так ли? Однако пол рушится, по вам рандомно бьют ветки, в самых рандомных местах возникают сполохи огня. И вот если что, я вам напомню, что это выходило на третьей плойке, вот с таким геймпадом. А потом вышел знаменитый из-за своего управления порт на ПК. А это уже значит, что для достижения победы ты должен использовать не самые любимые тобой стороны геймплея, как и не самые доработанные. Это даже немножко нарушает саму концепцию босса как экзамена, теста. Ведь по сути это наглое избиение игрока, сидящего в инвалидном кресле. Вы думаете, рандом не так что и плох для босс-файтов? Мне ж далеко за примером идти не надо. Просто вспомним другого самого ненавистного босса этой серии — Радан. Кстати, я недавно перечитывал «Игру престолов» и понял, что он это отсылка на Григора Клигана. Так вот, за что люди ныли, когда он вышел? За его нечитабельность, а то бишь рандомность. Так сильно ныли, что его занерфили пару раз. Хотя я считаю, что лучше бы оставили, ибо Клиган в книгах это такая бесчестная упэшная хуйня. Как бы логично, если его игровой вариант тоже будет играть грязно. И вот здесь важно уточнить одну вещь. Проблема Радана и Кровати Хаоса не в размере. Масштаб тут как раз таки работает. Проблема в том, что рандом отнимает у игрока контроль. Ты перестаешь чувствовать, что побеждаешь. Тебе просто повезло дожить до конца, вот и все. Как большинство файтов в Calamity моде на мастере. И вот тут возникает логичный вопрос. А что если гигант остается огромным, опасным и рандомным, но контроль возвращается игроку не за счет урона, не за счет нерфа, а за счет подготовки этого игрока? Именно здесь начинается, пожалуй, самая интересная эволюция больших боссов. В Террарии босс это все еще огромная злая тварь с кучей фаз и очень уникальными наборами атак. Где еще вы встретите акулу, которая спавнит торнадо, из которого вылетают акулы-ракеты? И игра делает одну очень важную вещь. Она дает тебе право построить поле боя. Ты не просто приходишь на арену, ты создаешь ее сам. Платформы, ловушки, бафы, сама структура постройки. И внезапно масштаб и рандом перестают быть проблемой. Они становятся задачей, к которой надо подготовиться. Но ведь по сути разработчик дал тебе лишь конструктор. И знаете, работает же. Ведь в детстве, если у тебя был конструктор, то ты играл в него и думал: обожаю конструктор. А если у тебя его не было, то ты ныл, что ты хочешь конструктор. По крайней мере, я ныл. Все любят конструкторы, и не мне это уже доказывать. И в играх точно так же. Нам нравится что-то собирать и ломать. Нам, игрокам, нравится разрушение. Вы думаете, это так совпало, что первый же босс был разрушаемым объектом? Этим же элементом знаменита серия Monster Hunter, где в твоих же интересах оторвать этой твари ее длинный хвост. Не напоминает тот самый момент из детства, когда поймал свою первую ящерицу и стал гордым обладателем ее хвоста, да? Точно тем же меня завлек Horizon. Тем, что мне можно было разбивать на части огромных меха-динозавров. Или вообще заставить их драться друг с другом. Заметьте, это еще одна детская страсть. Вот вы сейчас скажете: да ладно, разрушаемость в играх не так что и важна. Ты просто только в такие игры играл. Хорошо. А вот это, хотите сказать, основано не на разрушаемости? А знаете, что сделал Кодзима, когда увидел это? Он добавил это в свой Metal Gear. И тут масштаб работает уже на то, чтобы тебе было дольше нарезать огромных мехов под зубодробительный рок. И для сравнения, вот вам другой большой босс. Вот таким геймплеем ты будешь ее дробить с утра до ночи, кстати. Кайф. Понимаете теперь, почему я таких боссов на Хунхулисе вертел?
Потому что после всего этого становится ясно, если твой гигант это просто огромная губка для урона, значит ты не придумал ни механики, ни идеи, ни смысла, ты просто увеличил полигонов и хп и назвал это боссом. А по факту это памятник лени, а не враг. Большие боссы запоминаются не размером, они запоминаются тем, зачем они вообще существуют. И в самом конце я хочу привести пример игры, которая неожиданно отвечает на вопрос, а почему нас вообще так тянет к этим гигантам? Titan Souls выглядит как простая босс-раш игра. Один лук, одна стрела и кучка огромных врагов. Убей их и все. Но по сути вся игра это отражение игрока. Мы постоянно ищем самого сильного противника, чтобы доказать свое превосходство. Мы любим охоту, любим разрушать, любим побеждать. Именно поэтому игра приводит тебя к финальному боссу по имени Правда. Потому что в какой-то момент становится ясно, самый сильный и опасный босс здесь это ты сам. А победить себя невозможно. Ту же идею рассказывает Dark Queen of Morphone, где ты играешь за финального босса и заранее знаешь, что должен проиграть игроку. И в этот момент становится понятно, самый большой босс в видеоиграх это не колосс и не бог. Это правда о тебе самом. Всем спасибо за просмотр.